Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня мы строим танк Panzer 4. Даша младенец строит красный танк, раз и с душой рожден до битвы, каждый штрих с полной отдачей. Ее танк готов, грозный и мощный. Танк воевал с первых дней войны, начиная с 1 сентября 1939 года, а закончил 9 мая 1945 года. И этот танк является прямым противником танка Т-34. По своим характеристикам они довольно схожи. У них похожая маневренность, также вооружение и бронирование. И при этом они обладают высокой универсальностью. Например, на базе танка Panzer 4 было создано довольно много разных боевых машин, в том числе и вот этот маленький штук 4. И четверка тоже говорит об их родстве. И любопытно, что современные немецкие бренды, которые у всех на слуху, участвовали в разработке этого танка. Такие, например, как Siemens. Они участвовали в разработке радиосвязи, а фирма Maybach установила в этот танк свой двигатель. А фирма Bosch полностью разработала его электрооборудование. И хоть Panzer 4 не столь известен, как Тигр и Пантера, но этот танк обладал довольно высокой опасностью для Красной армии. И технику врага надо знать в лицо, и давайте собирать этот танк. А для сборки этого танка нам потребуется только бокорезы или кусачки и надфиль, маленькая пилочка. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Давайте сначала посмотрим на коробку. И здесь танк изображен на каком-то марше, и командир стоит в открытом люке. Эта модель, кстати, в 100-м масштабе, и она будет умещаться у вас прямо на ладошке. В наборе всего лишь 14 деталей, так что сборка будет очень легкой и простой. Давайте откроем. Внутри у нас пакет с деталями и маленькая инструкция, где также есть небольшая техническая историческая справка и сама схема сборки. И первым делом надо открыть пакет с деталями. Детали находятся на таких небольших рамочках из пластика, и каждая деталь имеет свое цифровое обозначение. И эта цифра обычно находится рядом с деталью, прям совсем близко. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И очень легко их найти на рамочке. И давайте посмотрим на инструкцию. И первым шагом нам надо будет собрать тело, можно так сказать, танка. Это собрать его нижнюю и верхнюю часть, и также установить верх корпуса и некоторые детали. И давайте начнем с основания нижней части бронекорпуса. Это деталь А10. Ну, А в данном случае это обозначение рамки. Нам нужна 10-я деталь. Ищем ее на рамке. Вот она под номером 10. И ее нужно отделить от этой рамки. И для этого нам потребуются бокорезы. И бокорезы, если вы посмотрите на них внимательно, имеют две стороны. Одна сторона имеет плоскую поверхность, а вторая такую конусообразную. И плоскую сторону бокорезов мы направляем к детали и откусываем деталь от рамочки. Только тоже будьте аккуратны и не откусите часть детали. Лучше делать это с небольшим запасом, чтобы не повредить деталь и на корпусе танка не образовалась дырка. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. Так, деталь мы отделили, и она имеет некоторые шероховатости вот в районе этих литьевых швов, которые мы отделили. И при помощи небольшой пилочки нужно эту деталь выровнять, потому что на настоящем танке таких зазубрин, конечно, нет, а мы же делаем модель этого танка. Буквально настоящий танк на ладошке. И он должен практически ничем не отличаться от
оригинала, только размерами. И ищем вторую деталь, а вторая деталь – это деталь номер 6. Соответственно, берем рамочку и ищем цифру 6. Ну и по внешнему виду тоже можно определить эту деталь довольно легко. Также отделяем с помощью бокорезов. Откусываем кусочки рамочки. Две детали необходимо соединить. И для этого лучше всего их позиционировать так же, как на инструкции. То есть вот нижняя часть, верхняя часть. И у деталей есть такие крепежные элементы, как штырьки и отверстия. Их надо сопоставить друг с другом у двух деталей и соединить до упора. Вот так, характерный щелчок вам подскажет, что вы сделали все правильно. Детали очень хорошо вместе сопоставились. И можно переходить к следующему шагу. Мы будем устанавливать большую деталь А5, то есть пятую деталь. Она имеет цифровое обозначение 5, и внешний вид ее соответствует тому, что мы видим на инструкции. Также при помощи бокорезов аккуратно отделяем деталь от рамочки. И для установки у нас также есть тут штырьки и отверстия. Позиционируем ее так же, как на инструкции. И соединяем. То есть у нас вот эти вот два элемента крепежа должны сопоставиться друг с другом. Теперь мы можем переходить к следующему шагу. Это сборка ходовой части. Для этого нам потребуются детали номер 9 и 8. Это наши катки с гусеницами. После того, как гусеница обработана, ее нужно установить. И для этого мы должны сопоставить вот эти отверстия и штырь с соответствующими ответными деталями на нашей гусенице. Вставляем и нажимаем. Вторую гусеницу я также обработала и устанавливаю. И вот уже наш кусочек пластика постепенно приобретает вид боевой машины в миниатюре. И теперь я перехожу к сборке башни. Эти детали я заранее немного подготовила. И теперь перехожу к сборке. Башня — это у нас небольшой подшаг. Значит, устанавливаем люк. И также защитный экран на башню. Вверх смотрят вот эти детали. И в конце этих деталей мы вставляем в отверстие на башне. Готово. И теперь мы башню ставим на танк. До упора. И модель собрана. И мой танк готов, и он действительно помещается на ладошке. И благодаря этому набору мы изучили этот танк, изучили его устройство. Можно сказать, что мы поняли, какого он размера, особенно если сопоставить его с таким танком, как Тигр. Тигр намного крупнее и больше, соответственно, это средние и тяжелые танки. Наглядно все видно. А также благодаря модели штук 4 мы можем понять, что инженерная мысль работала довольно интересно у немцев. Они использовали общие элементы на разные боевые машины, которые выполняли разные боевые задачи. После нехитрой сборки я промыла модель под теплой водой и дала ей высохнуть и загрунтовала ее. И благо на такие модели тратится мало краски, так что работа получается вполне бюджетная. Каждый болт и каждая деталь будет мощный грозный монстр на виду. Свой танк она не придаст под удар. А потом я из аэрографа окрасила танк в стандартный для поздних панцеров желто-оливковый цвет. Вот тут очень опасный момент. Я без масок буду рисовать камуфляж. Но я все же рекомендую применять маски из скотча или субстанцию от мачете для этой процедуры. Так у вас границы получатся намного четче. И время ручных работ. На этой малышке выполнять их довольно сложно, но мне нужно поработать над катками, траком и инструментом, а также не забыть окрасить глушитель. За окном солнце, но ее мир в танке трудно. Настойчиво
Усидчивый для победы есть всегда дороже. В руках ее кисточка, как волшебный меч. Красит там, что там теперь. Смывкой я выделю рельеф танка, и результат этого метода особенно интересно будет смотреться на такой малышке. Строит грозный танк, красит душой, рожден для битвы. Каждый штрих с полной отдачей. Ее танк готов, грозный и мощный. Эй! 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 Даша моделист. Эй! Грозный танк, за стеклом теперь. Теперь я перенесу декали. К сожалению, звезда в свои наборы в 100-м масштабе очень редко кладет декали в коробку, так что мне пришлось заказать несколько крестов у стороннего производителя. И сейчас я их перевожу на модель. Строит грозный танк, красит А сухой кистью я выделю рельеф танка. полной отдачей. Ее танк готов, грозный и мощный. И, конечно же, немножко припылю ходовую часть. И вот такая моделька у меня получилась, и это настоящий панцирь на ладошке. И на этой модели, наконец-таки, у меня получилось добиться очень выразительного результата в 100-м масштабе. И вот как вы можете пронаблюдать по моим видео, то с каждой новой моделью результат получается все ярче и выразительней, чего я и вам желаю. До новых встреч. Пока-пока. Даша моделист, строит грозный танк, красит душой, рожден для битвы. Каждый штрих с полной отдачей.